Вот она, моя любимая реклама Борка. Просто каждый день кайфуем здесь, Борг смотрим. Борг, конечно, классно сделал, да, рекламу себе. Прямо напротив нашей квартиры. Тут у нас квартирка почти доделана. Эти апартаменты делаются под сдачу. Здесь можно будет пожить, но недешево. Сразу говорю, точно недешево. Я в прошлый раз ходил с телефоном и инстаграмом. Все говорили, что надо снять видео. Вот снимаю видео, как нам все тут пришло. Да, сейчас уже финальный этап и самый сложный на самом деле, потому что все приходит и все нужно проверять. Вот, например, вот этот шкаф. Он у нас итальянский. Вот это место под телевизор. И вот эти дверки стеклянные, они двигаются и закрывают телевизор полностью. Вот Мизура Эми итальянская. Вроде Италия, да? Вот посмотрите, здесь сварка, она отвалилась. В каждой ячейке вот в этой металлической есть белая пыль, затертость. Это тоже мы расцениваем как косяк. Один фасад, он коцанный, со сколом, его увезли. Переделывать на корпусе, это тоже нужно реставратора заказывать. На другом фасаде вот белая краска, потертость. Она не оттирается. Ну и вот То еще есть, трещина идет. Это все будут исправлять. Причем шкаф этот не дешевый, он стоил 12 тысяч евро, вот такой шкаф. Кстати говоря, нам в России такой шкаф считали сильно дороже, нам считали на 15 тысяч евро, поэтому итальянцы еще и дешевле сделали, чем здесь в Москве. И не факт, что московские сделали бы сильно лучше. Ну что, видели, курс евро вырос на 35% и продолжает расти. Наши рублики обесцениваются как фантики. Если у вас сейчас идет ремонт и вы планировали покупать мебель и технику после, то я рекомендую купить прямо сейчас, потому что цены из наличия еще остались на прежних уровнях. Ну а если денег сейчас не хватает, в этом вам поможет Альфа-банк, который предоставляет кредит от 6,5% годовых. Это практически бесплатно, потому что рубль обесценивается на 30% в год. Тем более, что кредит в Альфа-банке можно получить онлайн всего за 2 минуты до 5 миллионов рублей и привезут вам их куда угодно. На мебель и технику должно хватить. Но помните, кредит нужно потом отдавать, поэтому всегда рассчитывайте свои силы. Всегда считайте деньги и повышайте свою финансовую грамотность. Кстати, у Альфы сейчас акция. Если оформить кредит до 1 ноября, то можно вернуть проценты после выплаты кредита. 15 ноября с помощью генератора случайных чисел будут определены победители. Кому нужно, оформляйте кредит по ссылочке в описании. У нас дальше приехала мебель от Полиформ. Это вот у нас большой диван. Это Мондриан. Вот с ним вроде проблем нету. Единственный вот у нас косяк. У нас приехали все вот эти столешки. Они из натурального камня. Это мрамор. Если ты на него вино прольешь, имбирь, там чай какой-нибудь ядреный, все разъест. Сверху нужно приклеивать пленку специальную защитную. Это делают либо на заводе. Вот на заводе забыли нам посчитать ее. Сейчас придется сверху все колхозить, самим приклеивать эту пленку. Я рекомендую, обязательная история, иначе любой просто бокал с вином белым, все, и стола нет. Диван будет у нас так стоять, за диваном планируется там полка большая, и там будет стоять картина. Позже я ее нарисую. Это чья полочка? Есть косяки? Это Полиформ. Полиформ? Нет, косяков нет. Вот, кстати, по Полиформу, да, косяков нету. Да. Вот чё-чё. Это очень радует. А вот здесь вот в гостиной можно пройти на кухню двумя путями. Вот либо там, либо там. Это большая колонна. Тут на самом деле просто колонна была. Мы ее зашили так, чтобы было это все красиво. Вся квартира, она кривая. Это же башня Федерации. И мы тут максимально пытались выравнивать стенки, чтобы что-то встало. Это кухня с островом. Здесь еще не готовы фасады. Мы вот буквально вчера их докрасили. И здесь будут медные фасады. Такие большие, красивые. А медные они потому, что у нас вот слева башня Меркурий медная. Она будет вместе с ним так вот красиво стоять. Кухня это на заказ у нас. Мы ее не стали нигде покупать в полиформах всяких. Это очень сложно будет такую кухню собрать где-то в Италии. С ума бы сошли. Поэтому здесь на заказ делаем на местном производстве. Это Сережа. Он занимается комплектацией на объекте. И он все эти косяки ходит, принимает, потом рекламациями занимается. Что у нас здесь по кухне? Расскажи. Есть только вот здесь. В последний момент нарисовался люк, которого не было в проекте. Кто его поставил? Это вентиляция или свет. У нас кухня, она выходила на определенное расстояние и пересекала этот люк. Когда готовая мебель уже приехала, нам пришлось подпиливать антресоли и эти фасады, утапливать чуть-чуть дальше, чем планировали. Пойдем дальше. У нас вот справа здесь вход в детскую.
Вид красивый здесь, да, смотрите. Все как в рекламе. Живешь выше всех в Европе. На 80-м этаже. Скоро будешь не выше всех, там где-то строится Capital Towers. Ну, сначала вообще попроектировали мы ее как детскую, но это будет как вторая спальня. Вот этот вот диван от Flexform, он раскладывается, а вот это вот кровать от Lago. Я сейчас картинку просто покажу, как она делается. Вот эти края у нее загибаются, и мы можем оставить спинки там, где нам нужно. Потому что детская кровать обычно к стене повернутая. Чтобы ее не шоркать, нужно спинку оставить. Вот в этом есть прикол вот этой кровати. Мы спиночку оставим там, где нам нужно. В принципе, не понимаю, как можно с детьми в Сити жить. Кто-то, наверное, может, но я не знаю как. Вот там у нас спальня. Тут приехала кроватка архетипа Авториверс. Прикол в том, что она двойная. Вот видите, здесь вот у нас кожа, а тут ткань. А сзади нее вот эта вот вся стена, это у нас плитка порцеланоса X-Lite. Очень красиво. Кстати, здесь кажется, что она желтит, но на самом деле нет. Она такая бледненькая. Она сильно лучше выглядит, чем дерево какое-то, чем деревянные панели. Вот как, Серега, как ты думаешь? Серега просто работал очень много на мебельном производстве, знает, что такое шпон, да? Деревянными панелями добиться такого же результата будет сильно сложнее. Потому что у деревянных панелей нету такого рисунка. Ну вот видите, какой здоровый сучок. Это надо какого диаметра дерева спилить, чтобы у него такой сучок был здоровый. Дальше у нас переход. Мы вот здесь вот раньше планировали дверь раздвижную, но потом решили все-таки от нее отказаться, потому что здесь огромная проблема вот с этим вот. Тут скос большой, тут вот радиаторы стоят. Очень сложно все это сводить, поэтому будет без двери. Вход в ванную комнату. Это у нас ванна, две раковины, смесители. Тут вот у нас еще будут стоять большие такие зеркала. А вот эти вот два помещения, это унитаз, вот видите, унитаз стоит, и душевая. И чтобы закрыться и нормально попукать, нужно вот дверку. Там будет затемненное стекло черное, его не видно будет совсем. Ванну мы хотели поставить чуть-чуть ближе к окошку, ну, чтобы видно было всю эту красоту. Проблема в том, что тут у них где-то вот проходит усиление конструкции, и за эту вот часть администрация Сити нам не дала провести эту ванну за эту линию. Все ванны обязательно нужно тестировать на себе, потому что ванна может быть слишком узкая или слишком высокая. Но тут удобно прям, хорошая ванна. Здесь я где-то напишу, что за ванна. Реально прикольная, она матовая, очень красивая, ощущается прям такой монолитный, крутой. Все смесители у нас здесь от порцеланоса, у них даже есть своя тряпочка. У порцеланоса свой производитель Nokian. Это вот высокий смеситель, черный, с длинным изливом. Очень круто смотрится. Здесь у ванны вот точно такой же смеситель, но он с лейкой. Вот эта лейка должна быть обязательно пластиковая, иначе она, если упадет сюда в ванну, то она покорябает или расхерачит ванну. Плиточку эту всю мы покупаем в Зодиаке. Вот эта плитка X-Lite порцеланоса, вот этот вот R-Slate порцеланосы, эта плитка, ванны и так далее. Все покупаем в Зодиаке. Это наш главный поставщик по плиточке и по сантехнике. Вот этот огнетушитель, это значит у нас от Porsche Техника. Красивый, красный, ну просто невероятный огнетушитель. Здесь он будет стоять, и в каждой комнате тоже должен стоять. Это же не жилые, это же Сити и Башня Федерации. Здесь обязательно должна быть такая херня. Потом уже, когда все будет готово, я покажу уже все нюансы, что тут как. Это мы сейчас просто ходим, показываем вам стройку. Многие просили сделать во время стройки. Тут вот ниша у нас, здесь встанет шкаф. Большой, стеклянный, с темными дверками. Смотрите, какой классный потолок. Мы нашли специальный профиль, которым делаем этот теневой зазорчик. Вот и все стыки потолка выполнены этим теневым зазорчиком. Почти отсняли видео, как делаются такие теневые зазорчики, и вам покажем его. Ставьте лайк, если надо показать, как такие теневые зазорчики делаются. Тут у нас огромная колонна вот эта. Эта колонна держит всю башню. Ее, конечно, никуда деть нельзя. Это сама башня Федерация простроила вот так вот. То есть здесь у нас где-то колонна идет, и здесь у нас тоже где-то колонна идет. Тоже никуда дальше ничего сделать нельзя. Здесь 800 и тут 800. Это вот Полонский, спасибо тебе. Планировка другая не получилась здесь. Это у нас, вот видите, здесь заканчивается дерево и переходит в плитку. Тут у нас прихожая, вот там выход, а вот здесь переход в соседнюю квартиру. Потому что у нас тут две квартиры, но в этот раз я вам ее не покажу.
хотел показать, как мы распаковываем диван Polyform. Они там прикольно упакованы, но не получилось, потому что здесь вот эти вот проходы все узкие, диван просто не пролезал. Грузчикам пришлось распаковывать всю эту мебель в коридоре. Только так мы смогли занести всю эту мебель. Нравится тебе сюда поднимать груз? Нет. По крайней мере, на этом объекте конкретно этим занимаются строители, но на другом объекте там организовываю все я. И это целая история. То есть я выделяю минимум полдня на то, чтобы состыковать подрядчиков и организовать доставку до квартиры. Здесь, чтобы поднять что-то наверх, нужно потратить реально полдня минимум. Здесь на технические лифты очередь, их всего 2. А один бывает ломается или кем-нибудь занят, и все, и там просто можно куда не приходить. Это вот самый такой финиш. Многие думают, что это самая простая задача, расставить просто мебель, но на самом деле нет, это самое сложное. Это не недельку вообще занимает, это все долго. Почему? Потому что нужно собрать мебель так, чтобы не засрать все стены, да. Что-то может не подойти, нужно подогнать. Переделки по шкафу, их же тоже уже по-живому надо делать. Когда у тебя квартира в бетоне, ты там переделки делаешь легко, ты просто пам-пам и нахерачил, и все. Но здесь переделки делаются сложно уже, когда все готово. И у нас есть специально обученный человек, это Сережа. Сережа, вот он молодец. Ну, в общем, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Если такой формат на этапе предпоказа вам нравится, пишите в комментариях, я буду еще снимать, у нас много таких квартир. Я просто думал, что вам неинтересно вообще смотреть на все это, потому что буквально через месяц здесь можно будет уже снимать нормальный полноценный обзор. Все, всем пока, ставьте лайки, там подписывайтесь, колокольчики, ну и